Привет! Привет, мои дорогие котики! У нас с вами будет маленькая такая болталочка по очень нужному вопросу. И тут я вам поставила два черепа как показатели ненавистных друзей, ваших любимых, ваших родственников. Вы можете это взять на заметку, потому что способ будет простой и супер-супер действенный. Так как мы с вами будем убирать друзей, ненужных друзей, ам, у вашего мужчины, да, которые бесят вас, ваших подруг, которые вас же бесят. У всех же есть подруги такие, да? И я сейчас вам скажу одну вещь. Перед тем, как я зачитаю один комментарий с Ютуба, который написала Марина, я вам скажу, а что такое дружба? Вы когда-нибудь задумывались, да? В книжках читали, нам об этом говорили. Друг, это познается в беде. Друг, подруга созданы для того, чтобы помогать нам, да, чтобы мы шли по жизни вместе. Я очень рада, если у вас есть такие друзья и подруги, да, которые помогут. Но с другой стороны, я уверена на 1000%, что у вас были такие подруги, либо друзья у мужчин, ну и вообще, да, подруги в основном или друзья, ну по-разному, да, которые от вас что-то все время хотели. И дружбой это очень и очень тяжело назвать, да. Подружка, которая расчесывается вашей расческой, смотрится в ваше зеркало, которая бьет вас по попе для того, чтобы увести ваших кавалеров. Есть подруги, друзья. Но я сейчас буду, так как у нас такое женское больше сообщество, не обижая наших мальчиков, да. эм, Есть такие подружки, которые завидуют, что у вас есть мужчина, которые хотят такого же мужчину, как у вас. Либо они полностью повторяют, а это тоже случалось, и я вообще в курсе, да, как бывает, как они все подруги копируют. Одни сознательно, другие бессознательно, да, и большее процентное соотношение тех, кто делает, например, подклады, это те, которые вхожи в дом. Конечно же, это не ваши те враги, которые, знаете, трутся где-то рядом. Это именно подклады делают именно те, которые вхожи в дом, которые представляются вам овцой. Хотя волк в овечьей шкуре, мои дорогие, да. И здесь магия, в принципе, ну, не особо нужна, но я вам расскажу принцип, по которому действует и магия, многие-многие ритуалы. Плюс самый простой способ избавиться от таких дружков у вашего мужчины и подруг, которые, в принципе, мешают вам жить, да, и дружбой с которыми вы тяготитесь. И я вам скажу, это вы можете проверить и одних из своих таких вот друзей, которых вы действительно подругами, друзьями считаете, но друг познается же не только в беде, а мы его сейчас познаем и не с помощью беды. Так вот, у нас тут на Ютубе был такой комментарий. Я, кстати, эту тему давно хотела вам рассказать, да, но что-то все откладывала. И сейчас прям такой хороший такой, жирный, как говорится, комментарий. И я сейчас зачитаю, и мы будем с вами это разговаривать, обсуждать, точнее, это. Ам, Марина говорит: пожалуйста, могла бы ты поделиться с нами ритуалом от пакостных друзей, как мужчины, так и женщины, которые суют свой нос в наши отношения, влияют на них и на любимого. С ними он всегда рад напиться, вести себя более дерзко, стебут его, что он рядом со мной подкаблучник. Чтобы их отвадить навсегда, разрубить эти ниточки общения между ними. Уже крик души просто. Думаю, многим девочкам-ведьмочкам будет актуально. Спасибо, девочка моя, за этот вопрос. И вообще, вы часто о нем говорили, да, где-то у меня что-то проскальзывало, да, но я все собиралась, и вдруг, девочки, и вот прям хочется. Я знаю много ритуалов, которые прям и по-черному отвадят вот прям сразу, знаете, как корова слезала, таких вот друзей. Но у всех магия действует по-разному. У всех.
действует по-разному. У кого-то дольше действует, у кого-то вообще прям в кратчайшие сроки. Все от чего зависит. И от вашей силы тоже, да, это раз. Потом от ведьмовского кодекса, по которому вы это делаете, это два. То есть я вам скажу, что некоторые ритуалы, например, когда они, ну, не совсем чистоплотные в плане помыслов, да, которые связаны с греховностью, то такие можно, как говорится, несколько даже раз повторять. И бить, как говорится, бубен и на новую луну, и на полную луну. И да, оно будет работать. Но главное тут следить, чтобы под хвост нам не попало. Но самый простой сейчас способ рассказываю вам, как избавиться от дружков вашего мужчины, которые просто плешь уже у вас проели, да? Либо от подруг, которые, ну, как бы вроде бы подруга, вроде бы и общаетесь, а иногда хочется и душу излить, да? А иногда мы вот, когда нам плохо или нам хочется поделиться счастьем, мы не обращаем внимания, кому мы это говорим. И мы, вот представляете, когда говорить человеку, который за вас порадуется, и говорить про свое счастье человеку, который нам завидует. Прям две противоположности, какая реакция, виброволна пойдет в вашу сторону, да? Волна поддержки или зависти. Это, как говорится, тоже немножко наш окрашивает в другой цвет. Так вот, ритуалов, девочки, на самом деле много. Вообще, черными ритуалами, да, особенно кладбищенскими, можно отвар. Ну, конечно, девочки, если честно, они работают прям ну, сразу, особенно кладбищенские, да, когда мы с миром мертвых, мы отвязываем своего мужчину, к примеру, от от его друзей и привязываем его к мертвым. Ну, это такое дело опасненькое, да. Тут есть какие-то нюансы, и лучше, конечно, работать индивидуально. Но что в общем и суперэффективно. Суперэффективно. Смотрите, давайте я сейчас начну про мужчину, а потом расскажу, как это, как говорится, обточить все, коготочки обточить на своих подругах. Первое. Девочки. Вот мужик вас, да, как у Марины. Ну, может, это не Маринин мужик, да, будем так говорить, все-таки более этикет соблюдаю. Он всегда рад напиться с какими-то своими друзьями, да. Сколько я волка не корми, все время на лес смотрит, хочет все время смотаться и все остальное. Почему это происходит? Вы думаете, это настоящие друзья его? Нет, мои дорогие, нет. Что такое вообще напиться, к примеру, да? По бабам сходить, напиться, там и еще чем-нибудь таким позаниматься, когда вас не зовут, а мужчину вашего зовут. Это не друзья, это совсем не друзья. Это такие, грубо говоря, лярвы, для которых ваш мужчина– это телок. Это, возможно, какая-то дойная корова. Причем как в материальном плане дойная корова, чтобы денежку, знаете, так отлистывать. Или, девочки, энергетическая дойная корова, да, то есть они от него подпитываются. Вот вы даже знаете, да, давай сообразим на двоих, то есть или на троих, понимаете? Вот алкаши редко бухают по одному, они редко бухают по одному. Алкаши любят пить в какой-нибудь компании, да, и не то, что эта компания, они ж не выбирают трезвых людей, да, они не выбирают устойчивых к алкоголю людей, они выбирают себе, как говорится, на двоих сообразить, на троих сообразить. Именно ну, свой контингент, да, лярва к лярве. То есть лярве очень тяжело, алкогольной лярве, бухать с теми людьми, которые очень сильно устойчивы к алкоголю. То есть, заметьте, да, например, какой-нибудь, ну, утрированно какой-нибудь бизнесмен, который может 2-3 рюмки коньяка выпить, но не напиваться, да, и он никогда не будет таким пьяным, не будет агрессивным, не будет плаксивым. С ним лярва не особо любит пить. Она, возможно, но она будет все время его, даже бизнесмена, тянуть, все время выпить, когда она видит, что она может от него подпитаться. Понимаете?
Потому что когда лярва, вот алкогольная именно, бухает, что она делает? Она же сидит на теле человека, да? А когда человек получает алкогольное отравление, его жизненная энергия снижается, правильно? И чтобы эта жизненная энергия, она же на этом теле сидит, жизненной энергии нету, и она становится немножко такая полуголодная, да, и она тогда подтягивает к себе вот этого другого человечка. Понимаете? Такую же полулярвочку. А почему? Потому что она может взять и напитаться вот этой энергией. То есть это не люди, которые самостоятельные такие боевые единицы, да. Лярвы, они вот это, знаете, вот если таком на астральном уровне смотреть, это такая вот, знаете, что-то... И это многие экстрасенсы видят, да, это какие-то пятна, это грибы какие-то, да. Лярвы всегда меньше, чем тело человека. Об этом мы тоже с вами говорили кстати, в спонсорстве, какие лярвы бывают. А может, еще на втором канале тоже об этом говорили девочки, о главном просто, который называется. Так вот, и смотрите, у вашего мужчины есть друзья. Если бы это были настоящие друзья, ну разве бы они вас бесили? Вот представьте, вы пара с вашим мужчиной, да, у вас сексуальная связь с ним, у вас, может быть, дети с ним, да, вы с ним строите будущее, вы строите с ним любовь, да, а, а вот такие вот друзья, которые хотят с ним встретиться без вас, а он с удовольствием, как говорится, бежит напиться. Вот я хочу эту тему разобрать, потому что она достаточно так распространенная, да, выпить с друзьями там. Ну а что, можно подумать, они там бегают 100-метровки, да, вместе спортом занимаются. Это не совсем так. Вот таких вот друзей, которые просто вместе спортом занимаются, прям вы лишняя, то тут надо задуматься, что их еще связывает, этих мужчин. Скорее всего, тут не просто спорт. Но вот яркий пример, когда напиться, да, мужик с вами, отношения, вы тянете эту семью, обстирываете, обглаживаете, кормите, да, строите с ним отношения, строите с ним семью, или даже вот просто встречаетесь, и он такой, я пошел, там, типа, дружки его позвали. Это не друзья. Вот просто запомните, когда мужчина идет со своими дружками, это нифига не друзья. Нифига не друзья. Не друзья ему, не друзья не вашей паре. Он идет туда напиться. А можно, конечно, на уши вам лапши понавешать, что отдохнуть в мужской компании. Ну, бывает это, да, но совсем, как говорится, не часто отдохнуть в мужской компании. Обычному человеку, девочки, если вот взять тогда, но смотрите, по лунным месяцам, вот отталкивайтесь даже не по календарю, а по лунным месяцам. Вот если бы ему надо вот это примерно один раз в этот лунный месяц, да, на убывающую луну, когда действительно ему где-то надо сбросить пар этому мужчине, да, тоже вот полнолуние сюда не относится. Если ваш бежит мужик на полнолуние, значит, ну, у него уже где-то крыша поехала. Тут надо о нем больше заботиться. Ну, а если на растущую, на бывающую начинает, как, ну, точнее, там от луны не зависит, и эти лярвы начинают ему названивать, типа, пошли побухаем, посидим, надо, будь мужиком, что ты под каблуком и трали-вали, то это, девочки, просто не друзья, не приятели. Это реально. Вот относитесь к ним, посмотрите с этой стороны, и вы прям увидите всю эту суть, да. Это лярвы, да. Не друзья, которые помогают в беде. Это лярвы, которые питаются энергетикой вашего мужчины. И их связь всегда построена на каком-то грехе. И вот сейчас мы говорим про вот это чревоугодие, точнее, алкогольную зависимость, понимаете? И вот это алкогольная зависимость, а есть еще бледушничество, да? То есть есть такие вот мужчины, которые все время одни, и такие, и все время по бабам, и вот когда ваш был одинок, он повстречал вас, и ему хочется создать семью, ему хочется создать отношения. А есть такие вот дружки, которые прям, знаете, это уже с ледями под порогом стоит. Вот
Это тоже, кстати, относится к греху. То есть все эти приятели и дружки, у них все завязано на грехе. Чтобы вам ваш мужчина не втирал, да, почему он хочет к ним бежать, там помочь машину переставить там или еще что-то, ну что ты мне не даешь там один раз посидеть, я хочу отдохнуть, я устал, я от тебя устал, да. Вам надо четко обозначить, какой у них вот этой в Лярва Компани, какой у них первоочередной грех, да, вы для себя много что откроете. Ну, в основном это как раз-таки блуд и это опьянение, да, вот это самое главное. Иногда бывает что-то другое. Так вот, они, вот Марина еще пишет, стебут его, что он рядом со мной подкаблучник. Конечно, они ненавидят других людей, особенно женщину. Они ненавидят женщину. Почему? Потому что вот ихний телок, как говорится, их донор, да, вступает в интимные отношения. Вот заметьте, вот когда, например, вот иногда матери покрывают убийц, покрывают маньяков, защищают и все остальное, да, то вот как-то из-за того, что у них нет интимной связи, да, то вот эти вот лярвы, они вот матерей как-то не достают. Но что касается женщин любимых, это просто беда-беда, понимаете? Лярвы ненавидят. Причем это касается как и женщин, которые утягивают, понимаете, такие подружечки, подружаечки, которые утягивают вашу женщину, если вот вы мужчина смотрите, да, они прям ненавидят этого партнера. И всегда вот помните, что это дружки, это лярвы, у них все это какой-то грех, это вот лярвоскопище собралось под каким-то грехом, и ничего хорошего там нету, никакой там дружбы, о которой поет Высоцкий, там нету, да. И не вдруг, и не враг, а так, если кто-то помнит эту песню. Так вот, конечно, они его стебут. Причем они не просто его стебут и там говорят, ой, ты такой-то подкаблучник или все остальное. Они выражают свою ненависть к вам. И вот, а вас, да, даже если вы не слышите, как вас они там обкладывают, как говорится, и кости вам обмывают, вы все равно их начинаете недолюбливать, вас аж трясет от того, что ваш мужчина или ваша женщина, да, ходит с этими подружайками или с дружками. Причем, девочки, обратите внимание, если у кого-то нету такой проблемы, что ваш мужчина куда-то ходит, да, обратите внимание, когда вашего мужчину трясет, когда трясет вашего мужчину на какую-то вашу подругу, это не потому что, девочки, потому что вот он так захотел, да, или вот он там просто ее ненавидит, потому что он ревнует меня. Нет, девочки, наши партнеры через сексуальную связь, да, через любовную связь к нам, они чуют магию, они чуют лярв. Я вам скажу одну вещь про себя даже, да, пример. У меня была такая подружайка, вот прилипла ко мне как капец. Ну, я, как говорится, такой человек простой. Я с ней, ну, как бы общалась, дружила, там, книгами какими-то обменивались мы. Ну, не с магией связанной, а там по учебе какой-то, да. Она в университете не дурной человек была, да, старше меня на несколько лет. Так вот, я вам скажу, что моего мужа аж трясло от нее, понимаете? И мало того, что мужа трясло, от нее трясло еще одного другого моего мужчину. Ну, молодость у меня, как говорится, и даже бурная немножко была. И я вам скажу, трясло почему. Потому что это была лярва. Лярва, которая пыталась ко мне присобачиться, да. Но сама она, как говорится, мне говорила, девочки, да, ой, с тебя как с гуся вода. С тебя все как с гуся вода. Угадайте, что она имела в виду?
Что она имела в виду, девочки? Про магию, если говорить. Ну, конечно, с меня с гуся вода. А мне было прикольно, как бы она мне не мешала, как бы с меня не подсасывала ничего, так что у меня мешков под глазами от нее не было, да. Но вот именно мужиков, одного моего мужчину и второго такого косвенного, да, а их просто передергивало от нее. И они прямым текстом, когда они ее видели, они ругались с ней, да. Она: "Что такое? Что такое? Что случилось? Почему ко мне такое отношение?" Да. Так что, мои дорогие, смотрите, если вашего партнера трясет от какой-то вашей подруги, это не просто так, ну не просто так его трясет, да, и вы тогда просто берете, протираете свои экстрасенсорные очки и одеваете их опять на переносицу. И смотрите на свою подругу, и смотрите на своего мужчину. И по тому, у кого вот эта вот греховность присутствует, кто, например, алкаш, девочки, да? Потому что если у вас мужчина, например, такой вот алкаш, уже реально под алкогольной лярвой, да, его тоже будет трясти, если у вас вот эта вот сильная связь с вашей честной, хорошей подругой, которая и желает вам добра. Либо наоборот, ваш мужчина будет трястись от того, что это подруга лярва. Понимаете? А он нормальный. То есть протираем очки, девочки, и замечаем. Но я вам в начале видео сказала, что какой самый эффективный способ борьбы с этим нашествием тараканья, да? Первое. И самое главное, как пишет Марина, да, чтобы их отвадить навсегда, разрубить эти ниточки общения между ними. Ну, начнем с того, что какое общение. Вот представьте, что ваш мужчина – это корова. Это удойная корова, которая на поле кушает травку, щиплет, и у нее удой, да. Корову доят по часам. Точнее, утренняя дойка и вечерняя дойка, девочки. Утренняя и вечерняя, да. И лярвы, они тоже кушают, да, кушают людей, кушают жизненные силы людей по определенному своему графику. У них есть график использования, да, вашего мужчины либо вашей женщины. Это что касается и женщин, и мужчин, вот этих, которые трутся возле вашего партнера. Так вот, первое, что надо сделать, это тут не надо, в принципе, запрещать вашему партнеру все, я, типа, выбираю или я, или они, там, или все остальное. Нет, девочки, самое главное здесь нарушить эту утреннюю или вечернюю дойку, чтобы лярва вашим мужчиной, либо вашей женщиной не насыщалась, понимаете? Она должна понимать, что она не может найти этот сосок, не может присосаться, и эта жизненная энергетика вашего мужчины, вашей женщины не доходит вовремя, и неудобно для лярвы. И тогда она, понимаете, и так, и так, и так, и так. И получается, что она же борется за свою жизнь, за свое комфортное существование. И когда ей становится некомфортно, она с вашего партнера слезает. И это процесс, возможно, не самый быстрый, девочки, да, но вы можете это осуществлять. То есть простым самым языком, да. Зовут вашего мужика напиться, да, в любой день, там вот эти вот друзья. Либо зовут вашу женщину, подружки, там, пошопиться, посидеть. Вот то, что касается выпивки, все, понимаете, в шею надо гнать вот этих подружаек. И потому что, нет, я все понимаю, с винчиком посидеть, с шампусиком посидеть, поплакаться тоже можно. Но обратите внимание, как часто, понимаете?
Она хочет это. Вот у меня была такая, у меня, девочки, тоже была такая подруга, да, по которой вот прям, знаете, вот по одним ее словам было видно, что она вот просто присосавшаяся и под лярвой, да. И я тоже, а что, кто сказал, что я такая добренькая, что я буду говорить, боже, не соси меня, ты плохо поступаешь, да. Нет, мои дорогие, она была моим кроликом, на котором я оттачивала свои ритуалы, понимаете. И она лярва, она, как говорится, по иерархии намного ниже, да. Я ей говорю, иди сделай это, иди сделай то, иди сделай пятое, десятое, сделай вот такой вот ритуал, и мы посмотрим, скажешь мне, какие у тебя результаты, что ты чувствуешь и все остальное, понимаете. Ущипни себя за задницу и скажи мне, что ты чувствуешь. Ты чувствуешь мою руку или руку провидения, да? То есть, ну да, а я это и не отрицаю. Черное ведьмовство такое, что первое это наказание. Это наказание, никакого прощения. Ладно, мои дорогие, вот, короче. Когда вашего мужчину зовут подружки такие, дружки такие, да, вы, в принципе, особо не настаиваете при таком серьезном выборе или я, или они. Вы не особо обижаетесь на него. Он же дойная корова, девочки. И его ведут на дойку вечернюю, да, и ему хочется сдаиться. Он уже привык сдаиваться, понимаете? Ему болят, как говорится, сиськи. Вымя ему болит. Вот представьте, как корове, да, ей хочется, чтобы ее сдаили. Понимаете? Если он уже давным-давно в этой всей системе, да, то времени у вас по этому моему методу уйдет немножко больше. У кого-то очень быстро друзья пропадут. Что мы делаем? Итак, самое главное, что мы делаем? Мы не препятствуем общению с лярвами, не препятствуем общению с дружками и подружайками. Ну, вот я их специально говорю, потому что это не друзья, это не подруга настоящая, и это не настоящий друг, да. Но под любыми способами. Вот смотрите, хочется очень сильно напиться этой лярве, которая прям выманивает вашего мужа, вашего парня, прям выманивает в пятницу вечером. Все, мы, Серега, напиваемся с тобой. Да, мы должны посидеть. Да что ты не можешь? Это вот, да пусть дом посидит, а мы с тобой там что-то. Да ты что, каблучник, что ты ее слушаешь, там тролливали, да? И ваш мужчина, он как бы хочет сдаиться, потому что вот это вот приятно, как говорится, чтобы его за соски подергали. Вот просто представляете его все время коровой, да? Но вы говорите, хорошо, типа, иди, но, дорогой, не сегодня, завтра. Вот завтра делай, что хочешь. Хоть иди в баню с проститутками, хоть еще что-нибудь, но завтра. А сегодня мы с тобой порисуем, почитаем книгу, полежим вместе, посмотрим фильмы, все остальное, да. То есть не запрещайте ему полностью. Не говорите полностью нет, потому что это будет для него сродни такого очень огромному стрессу. У него переполненное вымя, там ждут дояры, да, доярки, а ему хочется сдаиться, вы не даете, а он умрет. Понимаете? Он думает, что он умрет, у него нет свободы, у него трясутся губы, руки трясутся, да, или еще что-то трясется у него. И вы просто говорите, что сделай это завтра. Не сейчас, сделай это завтра. Сегодня мы займемся с тем-то, тем-то, да. Крика может быть больше. То есть не каждый из вас удастся вот так вот мужчину уговорить сегодня не бухать, да. Но утрирую про слово бухать. Связаться, увидеться вот с этими вампирами, с лярвами этими, да, вашему донору. Меняйте время. Меняйте время. То есть они-то думают, что он придет, например, в 8 часов вечера, да, и у них вот этот желудочный сок вырабатывается, да, они уже одели эти резиновые перчатки и для дойки взяли ведро, да, и вот это ожидание, оно очень сильно бьет по лярве. Она не должна понимать, когда он придет. И если он будет приходить, вы должны делать так, чтобы это было неожиданно для лярвы. Неожиданно.
Понимаете? Лярва, когда хочет выпить, она к этому чуть ли не целый день готовится. Понимаете? Целый день готовится. А если вот взять лярву, которая не готова выпить с вашим мужчиной, и вот ваш мужчина пойдет, эй, давай вот прямо сейчас вот выпьем, да? И знаете, что будет? Лярва, когда она насыщена, она будет от этого отказываться. То есть она будет говорить, давай не сегодня, Серега. Серега, конечно, мы с тобой, да ла-ла-ла, тополя, но не сегодня, или дай мне там время какое-то. Вот обратите внимание, да? То есть вы должны по максимуму выбивать это время, когда лярвы зовут, воют. Когда лярвы воют, да, вы не должны отдавать вот эту вот телка своего, да, свою вот эту вот корову, девочки, а отдаете ее в другое время, но так, чтобы лярвам было неудобно. То есть постоянно создавать неудобства лярвам. Хитростью, девочки, да. Когда ваш мужик это, чистит зубы, это вот чистит тапки для того, чтобы свалить, я извиняюсь за выражение, с дома, для того, чтобы побухать с друзьями, вы ему просто ставите все возможные палки в колеса, чтобы он пошел либо как можно позже в эту компанию, да, то есть у них все действо начинается в 8 вечера, вы вот прям что хотите придумываете, но чтобы он пришел туда в 10, в 11, понимаете, вот 2 часа разница должна быть. Когда он туда даже вырвется через 2 часа, да, у лярв вот этот вот желудочный сок, как говорится, будет уже их переваривать, либо они найдут ту жертву, на которую они будут влиять, либо очень сильно бить копытами там, да, но пусть бьют. Но у них не будет, что, как говорится, говорить в вашу сторону, и у них не будет аргументации. Вроде бы вы пускаете его, да, ну, они же ничего не скажут, что у тебя жена сволочь или женщина твоя сволочь тебя не пускает, да. То есть у них и вот этой ненависти по отношению к вам не будет накапливаться, да, и в то же время вы будете им сбивать время дойки вашего донора, точнее их донора, да. На 2 часа все время меняете, причем так, чтобы они не знали. Например, как только ваш мужчина, или вы услышали, или он вам говорит, что я сегодня пойду бухать на 8 часов вечера, вы говорите, окей, иди. Вот так и говорите, да. Он с ними уже договаривается, ля-ля тополя, они потирают копыта, руки, когти трут свои, да, ласты и все остальное. А потом вдруг скажите, что там, ну, что-нибудь там случилось или еще что-то, ты знаешь. Ну, что тебя, ну, подождут тебя. Ну, ты просто 2 часа этим займись и все остальное, понимаете? Если ваш мужчина будет отказываться, просто он бежит как ошалелый, на вот эти вот вечерние, да, или утренние дойки, когда его сцеживают, да, то битва тут, конечно, у вас сразу затянется. Сразу говорю, значит, он уже, как говорится, плотненько там сидит, как донор. Но самое главное, вот как раз-таки сбивать это время. Откладывать на какой-то определенный день. То есть тут вам все и карты в руки, да. То есть смотрите уже по ситуации. Ситуации разные бывают, да. Но вы должны просто зарубить на носу, что это лярвы, которые питаются вашим мужчиной, его жизненной энергетикой для того, потому что они, вот то тело, на котором они сидят, они уже ушатали, да. Но так как они еще держатся за это живое тело, спрыгивать с него нафига, когда можно подпитаться от кого-то другого рядом, да. А вы как сексуальный партнер, как любимая половина, вы очень мешаете лярвам, понимаете? А они вас не хотят поэтому, не хотят свою компанию, ничего. Причем это касается как и мужчин, так и женщин. И еще, вот так вот эти вот ниточки общения между ними и разрубаются. Потом уже можно подключать какие-то другие ритуалы. И в борьбе вот с такими друзьями, с одной стороны, я вам скажу, что мне попадались такие истории, когда там действительно дружба была, да, но женщины были настолько вот ревнивыми, такими чувства собственничества, да, и у которой вот IQ было реально вот такое
маленькая, да, и она из чувства собственничества, из чувства ревности, тупой, я бы даже сказала, то вот было так, что хотели вот разрубить крепкую, нормальную мужскую дружбу. То есть ситуации разные бывают. Мы сейчас говорим именно тогда, когда у вас существует, у вашего мужчины и его дружков существует определенный грех, да. То есть, например, вот как раз-таки, как Марина тут написала, рад напиться, да. Это спаивание, это конкретное спаивание. И подруги тоже есть такие, понимаете? Она будет, да, 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 бедная ты Машка или счастливая ты Машка, да. И вам будет казаться, что это нормальная девушка, с которой вы, ну, женщина, с которой вы можете общаться. А по факту вот она лярва, которая приглашает вас к какому-то греху, мои дорогие. Причем, вот, например, у женщин это проявляется, когда женщина одна. Вот обратите внимание, девочки, если у вас подруги одинокие, да, а вы замужем, либо у вас есть мужчина, да, вот как настоящие друзья редки, так редки и настоящие подруги, да. И вот если ваша подруга, если она нормальная, она хорошо проводит время, кайфует с вами и с вашим супругом, да, с вашим мужчиной. То есть она принимает и вас, и вашего мужчину. А если ваша подруга не принимает вашего мужчину, то только два варианта, да. Либо ваша настоящая подруга не принимает эту лярву, а у вас розовые очки, да. Либо наоборот, да, это она, подружайка, лярва, которая просто хочет вас достать с этих отношений для того, чтобы дальше подпитываться вашей энергетикой. Понимаете? И тут во главе всего будет какая-то греховность, блуд какой-то, может быть. Блуд и вот алкоголь, как говорится, это самое основное. С чем это связано? Вот эти вот грехи, они связаны с изменением состояния человека, с изменением сознания, да. То есть лярвы, они любят затуманенность рассудка. И эта затуманенность рассудка, они прям вот в прострацию, когда человек впадает, это когда человек пьяный, он, как говорится, не в себе, да. Но в то же самое, когда человек, грубо говоря, в облуде каком-то, тоже не в себе. То есть лярвы, они подпитываются вот этими такими эмоциями, но не адекватного трезвого человека, а эмоциями, которые возникают в этой вот затуманенности сознания. Понимаете? И вот к чему это я говорю, да, вот чтобы вы поглубже поняли смысл. Вот, например, почему одни, когда выпьют, агрессивные, а другие плачут, да. Вот, кстати, тут, ну, короче, это другая отдельная тема для разговора. Но имейте в виду, да, вот что хочет лярва. Она хочет вот этого затуманенности рассудка, она хочет этого расслабления своего донора, своей этой коровы дойной. Она расслаблена, ее можно спокойно цедить, пить, да. Вот такие вот дела. Так что самый эффективный способ — это не ставить условия своему партнеру, да, а хитренько просто сбивать ориентиры по вот этой утренней и вечерней дойке, да. То есть, когда вашего мужчину зовут выпить сегодня вечером, это они зовут овцу, как говорится, чтобы с нее попить крови, да. Ну, не с овцу, там еще кого-то, просто они с него хотят эту жизненную энергию взять. А для этого они хотят ввести его сначала в такое затуманенное состояние и воздействовать на него. Они насосутся, отпускают. А угадайте, кому потом побежит эта сдойная корова? Для восстановления, да, ему же так же проще в паре восстанавливаться, женщина его всегда покормит, приласкает, приголубит, да, то есть он подсознательно понимает, что его подъели, что его обидели и все остальное, и он все равно будет стремиться к вам, к своей половине, понимаете, упасть под ваше крылышко, да.
Но вот это так, вот такой вот механизм действия. М, Такие дела. Так что берем, девочки, и отваживаем. И причем вы можете проверять своих подруг также, да. То есть, когда вам никогда не бойтесь говорить слово «я не хочу», да, или диктовать условия. Не бойтесь, мои дорогие, не идите на поводу. Не идите на поводу, как дойная корова у этих лярв, что вас за поводок взяли и повели. Например, ваша подруга говорит: Анют, давай пойдем прогуляемся в 8 часов вечера сегодня. Как проверить, это настоящая подруга или это лярва? Да? А вы можете говорить: хорошо, пошли. И не в 8 часов вечера. Я не могу в 8 часов вечера. В 9, в 10 пошли. Или назначайте на следующий день, да. И вот, и это не один раз, это надо много раз так вот повторить, да. 1, 2, 3, 4, 5. На каком разе до вас дойдет, и либо вы увидите, понимаете? То есть эти лярвы, они тоже бывают и хитрыми, и все остальное. То есть, когда и подруга ваша будет беситься, точнее, подружайка, не подруга, а вот эта подружайка лярва, да, она будет очень сильно беситься, она будет пытаться с вами ругаться, она будет на говно исходить, чтобы вы пошли именно в то время, когда она сказала, да. Вот прям сегодня мне надо с тобой встретиться, прямо сегодня. Я умираю. Ты подруга мне или не подруга? Вот это, девочки, лярва. Понимаете? Это то же самое, что это брат ты мне или не брат, да? Ты меня уважаешь или нет? Вот это вот манипуляция, самая простая манипуляция лярв для того, чтобы подоить. Так что вы можете своих и подруг так проверить, и проверить свои этих друзей вашего мужа или парня, да. Хочет бежать, пусть бежит, но в то время, чтобы оно не совпадало с желанием этих лярв, понимаете? Ему не запрещайся. Да хочешь, они для тебя друзья, да ради бога, что я тебе говорю, что-то плохое. Хочешь с друзьями идти, иди ради бога, да. Но помоги мне дочистить горох, да. Помоги мне побрить там ноги. Да, девочки, придумайте что-нибудь. Откладывайте на 2 часа. Вот на 2 часа вот эти вот попойки своего мужчины. И дело в том, что лярвам будет это не очень удобно. Уже не так все пойдет. Уже пойдет все в разнос, понимаете? Вот у них все идет по плану, понимаете? У лярвы кормежка по плану. А вы сбиваете этот план. И у них нарушается вибрация настройки с вашим мужчиной. Понимаете? И если вот, например, они кусали его все время в артерию, попадали ровненько, да, как состыковка космических кораблей идет ровно, 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 да, то когда вы нарушаете это время, состыковки нормальной нету. И из-за того, что ее нету, друзья потом эти осыпаются, как листва, девочки, осенние, желтые листья кружатся. Вот такие вот дела. Это самый простой способ. Он полумагический, да. Почему? Потому что даже ритуалы, я вам скажу, да, они завязаны на этом временном промежутке, мои дорогие, да, только усиливают. Единственное, что вот не очень мне хочется об этом говорить прямо в Ютубе, говорить, идите там, и, ну, грубо говоря, и закопайте на кладбище фотографию его друга там или еще что-то, да. Нет, девочки, не говорю для того, чтобы не кликать на хотя бы там хоть одного человека, какую-то беду, да, потому что вот этот момент могут смотреть и разумные люди, и могут девушки, которые очень сильно ревнуют мужчину, потому что они собственники, да, собственницы. И может, действительно, у него там друг, действительно, с которым он дружит, которые там друг другу жизни спасали или поддерживают материально друг друга, да, или еще что-то. И может быть там реальная дружба. И
не лярве, да, то есть настоящему другу, он будет и с вами встречаться. Ну и еще один такой способ, самый простой, знаете, такой, да, давай все делать вместе. Но это уже чисто психология пошла, к магии это не особо относится, но все же косвенная ваша энергетика. Например, зовут его побухать, да, возьмите, подвяжитесь с ним. Нагло, девочки, да, отложили свои дела и, например, пошли с ним посидеть, понимаете? И я вам скажу, даже вот лярвам будет очень неудобно. Вот, а у них вот все планы нарушены, да. Они хотели жертву эту разодрать, понимаете, попитаться, а он, как говорится, пришел с защитой, с защитницей, со своей половиной. И вот той энергетики, которую бы они хотели, они не получат. У них будут морды такие перекрюченные, кривые морды, да, от того, что вы пришли. А у вас должна быть морда кирпичом в этих случаях. Но так всегда не походишь, да, но откладывайте. Откладывайте это вот время, насколько это возможно. И вы увидите, что они будут отпадать. Чем эффективнее и лучше вы будете это делать, да, откладывать походы вашего мужчины хотя бы на 2 дня, ой, на 2 часа, либо перекладывать на другой день, то тем лучше, тем быстрее вот эти вот друзья отпадут. А запрещается общаться ему с ними вот просто бесполезно, да, потому что он будет испытывать стресс от того, что он не сдаивается. Почему? Потому что он привык, что его, он понимает, понимаете, подсознательно, он понимает, что им от него что-то надо, понимаете? И, возможно, он очень сильно привык от того, что у него это вот, знаете, сцеживают его, кровь эту пускают ему. Он может к этому привык. Понимаете? А есть еще такие мазохисты, которым это нравится. А может, там еще на чувство шантажа, вины, да? То есть просто самый простой способ переносить время. Переносить время. Может, даже место переносить. Например, он говорит, пойду там кольки побухаю, да, домой. У них есть определенное место. Значит, выбиваем их с этого определенного места. Вы можете говорить, ой, побухайте у нас дома, да? Пусть придут к вам, понимаете? Это уже будет совсем не так. И пусть придут к вам через 2 часа, понимаете, вот так вот откладываете, откладываете, и им уже будет неудобно, понимаете, не то совсем. Засаду в одном месте делала, а делали, а придется охотиться в другом незнакомом лесу. Присутствуйте при этом, присутствуйте, общайтесь, понимаете? Даже если вы будете там сидеть грустно, либо вы будете с ними хихи, ха-ха, хихоньки-хахоньки, да, они все равно, их отношение к вам совершенно никак не изменится, понимаете? Они такие же и будут дальше вас ненавидеть, грубо говоря. Но я вам скажу, что, например, как у меня были некоторые мои эксперименты, они иногда заканчивались, знаете, такими разборками, только не со мной. А они начинали драться между собой. Понимаете? Это настолько вот эти вот лярвы меня ненавидели, и не то, что они говорили ему плохо про меня, да, а я наоборот с ними там ля-ля, тополя, хихоньки-хахоньки, да, и получалось так, что вот этот выплеск энергии у них был, да, удовлетворения какого-то они хотели, да, и они становились очень агрессивными. И вот эта вот бессознательная агрессия у лярвы, она выплескивалась на что? Ну, конечно, на донора. Там по лесу друг друга гоняли и все остальное. Вот если вы бы проанализировали вот эти вот встречи вашего мужчины, если вот кто помоложе, ну, в старшем возрасте не так уж дерутся, да, ну, например, более молодую вот вспомните, проанализируйте, вот так оно и все и есть. А насчет ритуалов. Что еще вот этим дружкам и подружайкам будет мешать, если будет у вашего мужчину? Я вам скажу самое главное. Вот не зря, допустим, в христианском эгрегоре крестики носят, вот принято носить на шее. Амулеты все принято носить на шее, да. Почему, мои дорогие? Почему вампиры в шею? Хотя у нас вены много где проходят. Почему не в руку, да, кусают, а именно в шею? Все на шее носится. То есть одевайте свой амулет на мужчину. Свой амулет. Подарите ему цепочку, да.
серебряную, золотую, какой-нибудь амулетик свой, ключик, сердечко, там, я не знаю, все что угодно, все, что посчитаете, как говорится, нужным для оберега от таких вот друзей. И я вам скажу, что вот эта вот ваша энергетика, присутствие, ваш запах, да, ваши эти вот феромоны, которые передаются через выбранный вами амулет вашему мужчине, он будет его защищать. Понимаете? Будет его защищать. Все, мои дорогие, я тут уже разболталась, но я думаю, что вам вот этот совет пригодится. Очень простой, но очень эффективный. Очень просто и очень эффективно. Просто сразу прикидывайтесь хитрой лисичкой и никогда не отказывайтесь от того, что он пойдет со своими друзьями. Только время, когда он будет ходить, будет зависеть от вас. И вот я вам отвечаю, да, сколько бы у него там рать этих друзей и подруг не было, да, когда вы будете так хитро откладывать его время, они исчезнут с его жизни. Они исчезнут, спрыгнут, понимаете, спрыгнут. Все, мои дорогие, держу за вас пальчики, пусть все будет у вас хорошо. Счастья, богатства, любви, удачи. Пока-пока.